Всем привет! Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. И в сегодняшнем видео, как вы уже догадались, буду показывать, как сделать новогоднего гнома, девочку, из носка. Но прежде чем приступить, хочу буквально на минутку отвлечься и рассказать вам о канале Ирины. На своем канале она показывает, как сделать красивые композиции к различным праздникам. В основном это сезонный декор с использованием природного материала, а также необычные идеи упаковки подарков. Например, вы узнаете, как необычно преподнести бутылку шампанского. Ну а особенно канал будет полезен мастерам конфетных букетов, потому что у Ирины очень много видео, где она составляет такие сладкие подарки. Например, ко Дню Учителя и другим профессиональным праздникам. А сегодня она подготовила для вас мастер-класс вот такой елочки-топотушки. Ссылку на канал Ирины оставляю в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Итак, приступаем. Для работы мне понадобится носок. Я взяла вот такой серый, нейтральный, чтобы сочетать его с яркими цветами. Обычно для изготовления гнома используют нижнюю часть носка, ну а я возьму верхнюю. Дно делаю из крышки. Я специально взяла вот такую большую, чтобы резинка сильно растянулась. И таким образом у меня получается раскрашенная форма, как у платья. Обязательно нужно утяжелить дно гномика, чтобы он не переворачивался. Нижнюю часть набиваю как следует. Ну а для середины формирую плотный комочек синтепона, и чтобы он не разваливался, обматываю его пакетом. Фиксирую ниткой и заклеиваю. Ну а чтобы шов не распустился, еще и сверху оклеила тканью. Лицо делаю из бежевой ткани. И чтобы придать ему объема, под низ подклеила тонкий слой синтепона. Сверху одеваю капроновый чулок и подклеиваю щечки. Закрыла еще одним кусочком бежевой ткани, потому что мне не подходит оттенок капрона, слишком он темный. Сквозь эту тонкую ткань также будет просматриваться рельеф лица. Из той же ткани делаю нос, причем его обратную сторону оставляю плоской, чтобы его можно было более плотно приклеить. Специально для колпака купила вот такой набор цветных тряпочек для уборки. Складываю пополам и вырезаю форму треугольника. Склеиваю шов и только после того, как клей хорошенько застынет, выворачиваю. Иначе, если не выждать полного застывания клея, такой шов может разойтись. Ткань, конечно, тонковатая, и в отличие от фетра и флиса совершенно не держит форму. Вставляю проволоку и снаружи загибаю петельку, чтобы подвесить колокольчик.
Затягиваю, чтобы придать понравившееся положение, и обрезаю лишнюю проволоку. Рукава также делаю из носка. Склеиваю их из двух одинаковых прямоугольников. И украшаю манжетом. Серая тряпочка из набора как раз того же оттенка, что и узор. Шарфик делаю из нее, чтобы гном не был сильно пестрым. Приклеиваю глазки. Они покупные, но я уже много раз показывала, как можно сделать их самостоятельно. Для волос буду использовать шерсть для валяния. Ее, конечно, можно заменить вязальной пряжей. У меня нет специальной иглы для валяния, которой можно было бы закрепить шерсть, поэтому просто буду приклеивать. А чтобы они держались более надежно, предварительно делаю пряди, завязывая нитками. И чтобы волосы не путались, заплетаю их в косы. Для украшения колпака разобрала серебристую пуансеттию на листочки. Добавила маленькую веточку голубой хвои и сложные тычинки с ягодкой. Пуговицу покрасила бирюзовым акрилом и продела серебристую нитку. Так она будет выглядеть пришитой, а не приклеенной. И такие же украшения добавляю поверх серебристых бантиков. Рукавички делаю из овальных деревянных пуговиц. Обматываю их той же тканью, что использовала для колпачка, и закрепляю ниткой. Осталось только добавить меховую оборку по нижнему краю. У меня как раз есть махровая пряжа нужного оттенка. Я связала из нее косичку крючком и приклеила в 2 оборота. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то поддержите его, пожалуйста, лайком. Если еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь прямо сейчас. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых выпусках. Также напоминаю, что в описании я оставила ссылку на канал Ирины. Обязательно переходите, подписывайтесь, поддерживайте лайками, пишите комментарии. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь и до встречи в моем новом выпуске.